Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня на обзоре очень интересный девайс от компании Orica. Это док-станция с возможностью использовать ее в качестве внешнего бокса для SSD. Кстати, данную док-станцию можно купить на AliExpress в официальном магазине компании Orica. Там сейчас хорошая, привлекательная цена. Более того, до 20 мая, если вы используете вот этот вот промокод, то получите скидку $20 или 1600 рублей на этот гаджет. Так что успевайте воспользоваться этим хорошим предложением. Ну а мы давайте разберемся, что же это за док-станция такая. Если вы видите док-станцию, на которой есть различные порты типа RJ45, тут же HDMI, Type-C и обычный USB разъем, то важно понимать, потому что такой гаджет будет работать далеко не на каждом ПК. Да, в качестве, допустим, USB хаба эта штука будет работать, неважно там в какой USB разъем вы ее подключите, но вот HDMI разъем будет работать только в том случае, если вы подключите эту док-станцию либо к DisplayPort 3 или 4, либо к разъему USB 4. На обычных ПК такие разъемы встречаются очень редко. На моей материнской плате есть USB 4, и это была одна из причин покупки именно Crosshair Extreme X670E. Но если вы покупаете ноутбук, где у вас только USB Type-C разъемы, то там точно есть Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 или USB 4 разъем, и вот там-то такая док-станция пригодится максимально. Потому что здесь есть все необходимое для ежедневной работы. Например, вам нужен быстрый проводной интернет гигабит. Пожалуйста, здесь у нас есть лановский разъем. Например, вы хотите к ноутбуку подключить внешний монитор, большого размера телевизор, да все что угодно. Пожалуйста, HDMI разъем здесь есть, и, соответственно, расширить возможности вашего ноутбука. Хотите подключить мышку, клавиатуру, у вас, допустим, обычный USB Type-A разъем, а на вашем ноутбуке только Type-C, тоже вам поможет этот гаджет. Также здесь есть встроенный картридер, который позволит использовать карточки SD и microSD формата для вашей работы. Казалось бы, можно заканчивать обзор, так как все порты мы с вами разобрали, но не тут-то было. Снимаем пластиковую крышку на магнитах, и здесь мы видим M2 разъем. Кстати, здесь поддерживаются не только NVMe SSD накопители, но и NGFF, они же SATA. Поэтому, устанавливая сюда SSD, ваша док-станция становится еще и внешним накопителем, причем быстрым накопителем. SSD будет работать через USB по 10 гигабитному порту. И это очень удобно на работе, когда у вас, допустим, на MacBook либо на ноутбуке память ограничена, всегда можно ее расширить вот таким вот внешним устройством и, например, все рабочие файлы хранить на SSD, который находится внутри, чтобы вам точно хватило места для любых задач. Но я, конечно, все вам рассказал, все показал, все красиво, но давайте все проверим прямо сейчас. Ну что, давайте подключать теперь наш гаджет. То есть SSD у нас здесь вставляется достаточно просто, если вы делаете это не в первый раз. Самое главное здесь нам попасть в защелку. Все отлично. Сверху крышка у нас на магните, очень удобно фиксируется. Есть резиновые ножки, ничего у нас не скользит. Выглядит достойно. Ну и подключаем наш кабель. У меня есть на материнской плате разъем USB 4, он же Thunderbolt 4, он же Thunderbolt 3, насколько я помню. И подключаем в раздел PC-in. Ждем. Все у нас вот здесь вот загорелось, заморгало. Пишет, нет доступа к E, неверная функция. Не знаю, с чем связано. То есть, если мы проверим оставшиеся разъемы, то есть у нас здесь, например, есть картридер для SD карточек, снизу microSD. Проверяем SD. Вуаля. Все работает. Далее переходим к проверке USB разъемов. Для этого будем использовать наш внешний SSD. Во внешнем боксе Orica внутри стоит у нас Kingston KC2500. Офигенный бокс. Очень нравится, все супер. Проверяем следующий USB 5 разъем. И где у нас? Так, все отлично, все определилось, все у нас работает. Дальше у нас здесь рядышком USB 10.
10 гигабит пропускная способность. Подключаем. Все у нас загорелось, все у нас открылось, все у нас работает. Так, с обратной стороны у нас есть еще один USB 5 разъем. Проверяем. Открывается, все работает. Ну и в данный момент у нас витая пара, он же патчкорд, не подключен к компьютеру, поэтому, я не знаю, видно вам здесь, конечно же, нет, что интернета у нас в данный момент нет. Но вставляем наш интернет проводочек, все у нас загорелось, заморгало, и смотрим вот сюда. Смотрим вот сюда. Все, друзья, значок у нас появился. Сеть подключена. Все отлично. Интернет есть. Соответственно, этот разъем работает. Дальше, друзья, так, давайте мы пока отключим этот внешний SSD и проверим HDMI разъем. То есть в данный момент вы видите два экрана. Все это у нас работает. Все отлично. Ну а мы с ПК выдергиваем HDMI разъем. И вставляем его сюда. И ждем, смотрим, наблюдаем, все ли будет у нас работать. И картинка, да, друзья, все как второй экран у нас здесь полностью работает. Надо понимать, что HDMI разъем у вас будет работать только в том случае, если вы используете этот бокс плюс хаб в разъемах USB 4, Thunderbolt 3, либо Thunderbolt 4. В других, которые не поддерживают передачу видеосигнала, у вас это работать не будет. Имейте это в виду. Более того, у нас здесь рядышком есть вот такой вот интересный разъем PD 100 Вт. Это у нас 100 ваттный, видимо, для зарядок, если поддерживается вашей платформой. Ну-ка, давайте мы попробуем сюда подключить наш внешний SSD. Что-то вообще произойдет. Так, SSD у нас загорелся. Видимо, он используется только для зарядки. Либо сюда нужно ставить 100-ваттный Type-C разъем. Но сейчас SSD у нас не определяется. Что ж, у нас здесь не определяется наш SSD Samsung 970 EVO+, который установлен под комплектный радиатор. Кстати, к радиатору никаких претензий нет. Крышка у нас прилегает не полностью. Я так понимаю, у нас доступ для воздуха, для циркуляции здесь тоже есть. Но давайте мы с вами поставим туда. Сейчас я достану Kingston KC2500. Проверим с этим накопителем, все ли у нас будет с ним работать без каких-либо радиаторов. Все это дело туда устанавливаем. Ну и давайте подключать PC-in разъем и смотрим. Вуаля, друзья. Не знаю почему Samsung у нас в этом боксе не работает. Kingston KC2500 без проблем определяется. А значит, этот бокс полностью себя оправдывает. Полностью рабочее устройство. Очень интересный гаджет. Закрываем крышечку. Все необходимые разъемы для работы, для ежедневной работы здесь есть. Штука очень интересная, очень занятная. Ну и особенно для владельцев ноутбуков, я думаю, очень полезно. Например, приходите на работу, у вас MacBook, подключаете эту штуковину, вот у вас внешний накопитель, подключаете внешний монитор, подключаете проводной быстрый интернет, кайфуете. И, соответственно, запитываете любое устройство, мышки, клавиатуры, карточки памяти, если нужно. Все это очень удобно. Прямо офигенная штука. Давайте подводить итоги. Ну что, тесты сделаны, результат получен, и результаты, конечно же, интересные, и в первую очередь в плане SSD. Я не знаю, по какой причине Samsung работать здесь отказался, когда Kingston KC2500, это тоже PCI 3.0 SSD накопитель, без проблем заработал, и все функционирует у нас на отлично. Лановский разъем работает великолепно, HDMI работает, опять же, при подключении либо к USB 4,
либо к Thunderbolt 3 и 4 поколения. Ну а ко всем остальным USB разъемам претензий никаких нет, как претензий нет и к картридеру. И в итоге эта док-станция становится отличным помощником, если у вас MacBook, либо ноутбук, либо у вас есть соответствующий USB разъем, чтобы увеличить количество портов, чтобы рядышком у вас лежал внешний накопитель. И тут же вы могли использовать док-станцию как картридер и увеличение дисплеев для вашего ноутбука, а также подключение к быстрому проводному интернету через LAN разъем. Конечно, внешний бокс для SSD штука удобная, но если вам нужно гораздо больше возможностей для расширения, для удобства работы, то такая док-станция будет незаменимым помощником. Я думаю, вы оценили все возможности данной док-станции. Если вы придумали и знаете что-то еще, пишите в комментариях. Но у меня на этом все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группе ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока. Ну и для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит эта док-станция, ссылочку на официальный магазин AliExpress оставил под этим видео. А если вы используете вот этот вот купон, то получите скидку $20 или 1600 рублей, но только до 20 мая. Так что поспешите.